Никому не нравятся жирные бабы. Первое. Второе, когда воняет изо рта с дерьмом. Мать-одиночка. Ну это серьезный красный флаг. Дочка, вот так вот, ты будешь сидеть такой, да, ну я не хотел, мам. Первый звоночек, что ты ей разонравился. Это серьезный красный флаг, ребят. Я проходил через это. Ну, такие женщины мужчинам не нужны, согласитесь. Может быть, если она очень красивая, можно было бы за нее и заплатить. Если бы девчонка, с которой я встречаюсь, мне изменила, самое конченое, что может быть, ну, если она выпивает прям каждый день, она выглядит как свинья галимая, на них у мужчины даже не станет. Если, конечно, это не ты, кто сидит за экраном YouTube. Когда он услышал, как воняют ее носки, то он, короче, выпроводил. Ну что, ребятки, козлятки, девчонки, коробки и юбчонки, сегодня я вам расскажу, что такое женщина, потому что свои 36 лет, поверьте мне, у меня очень неплохой опыт. И сегодня, малой, прежде чем начать вообще с ними взаимодействовать, мы сегодня раскидаем тир женских ред-флагов. А девчонка будет тоже действительно интересно и важно посмотреть, что для пацанов норма, а что абсолютно неприемлемо. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чефир и пельмени и погнали в ролик. Королева драмы. Я считаю, что это очень red flag, скрывает ваши отношения. Все зависит от того, какие у вас отношения. Если вы просто хорошо проводите время, то, в принципе, это ничего страшного. А если у вас серьезные отношения, конечно, это уже, в принципе, серьезный красный флаг. Ну, может быть, если вы какой-то чувак, который там не моется или там, которого вообще при подругах очень стрёмно показать, то, конечно, она будет вас скрывать, в принципе. Что симпует знаменитостям? Ты знаешь, что такое симпует знаменитостям? Наверное... проявляет симпатию знаменитую. Да, мне пофиг на самом деле. День добрый. Угу. Держи. Оп. Так, ну что, хочешь, чтобы ее добивался парень? Я считаю, что это... Конечно, да, девчонки хотят, чтобы ее добивались парень, но я, конечно, добиваться девочки... Но она прям должна быть супер крутая, чтобы я ее прям хотел всеми. Какая она вообще должна быть, чтобы добиваться ее 200 грамм пи***и. Это надо, чтобы девочка очень хорошая была, поэтому я это ставлю, в принципе, в красный флаг. Потому что тех, кого ты добиваешься, они могут так и не дать, и в итоге пользоваться благами твоей материальной деятельности. Никогда не ставит в конце сообщения скобки. Ну, это хуй вообще, это не имеет никакого значения. Гипер опекает меня. Но если в отношениях баба гипер опекает, значит, я для нее важен. Это, конечно, хорошо. Но прям когда супер-гипер дофига становится мамкой, я считаю, что это нехорошо. Поэтому я ее ставлю в красный флаг. Все время носит головной убор. Но на самом деле, я считаю, что это неприемлемо, потому что нормальных же... Потому что если она носит канди-бобер, к примеру, то это вообще... Я считаю, что максимум такая вот кепка. Вообще очень мало головных уборов девушкам идет, поэтому я серьезный красный флаг ставлю. Больше всего нравятся прямые волосы, как вот у девушек, которые сидят, не знаю, феминистка. Это сразу красный флаг. Не имеет своей работы и дохода. Я считаю, такие женщины мужчинам не нужны, согласитесь. Не имеет своей работы и дохода, поэтому это сразу очень красный флаг, потому что придется таксовать и тратить на нее деньги. Но на самом-то деле девушки, которые без работы, они и не развиваются. Давайте серьезный красный флаг поставим. Очень красный флаг, ладно. Может быть, если она очень красивая, можно было бы за нее и заплатить. Но стримит на Твиче одетая. Это, конечно, красный флаг, это только раздетая должна быть. Пишет сообщения с глупыми ошибками. Не доучилась в школе, да, это серьезный красный флаг, реально. Очень скрытная. Да, мне не нравятся скрытные девушки. Это говорит о том, что она либо тебе не доверяет, либо она вообще какая-то конченая, зажатая. Вот это вообще не нравится. Это серьезный красный флаг сразу. Чавкает. Ни да, ни нет, где-то серединка. Сравнивает с бывшими. На самом деле сравнивает с бывшими. Это самое конченое, что может быть с девушкой. Потому что чаще даже бывает так, что ты... девушки, когда начинают с тобой встречаться, они иногда, если у них были очень драматичные отношения, можете написать в комментариях, они начинают проецировать это отношение на тебя. И это не очень хорошо, сравнивать с бывшими, это серьезный красный флаг. Требует много внимания и усилий в свой адрес. Да, если бы мне было 23, у меня бы было время на нее. А так как 36, я считаю, что это красный флаг, потому что много внимания у меня нет. Слушай, говорит, что секс неизменно изменяет душой. Если бы девчонка, с которой я встречаюсь, мне изменила и сказала, что секс это неизменно изменяет душой, я считаю, что это очень красный флаг. Однако, если у нас нет серьезных отношений, это, в принципе, вообще я не вижу в этом ничего плохого. Конечно, не хочется себя чувствовать куколдом, но, в принципе, я считаю, что это желтый флаг. Это, в принципе, норм. Собственница. Я считаю, что это красный флаг, потому что я не люблю, когда женщина заходит за мои границы. Все, конечно, зависит от отношений, но тем не менее. Пишет сообщение с маленькой буквы. Это вообще ерунда. Мне даже это нравится.
Иногда выпивает. Знаете, я считаю, что это желтый флаг по одной простой причине, что когда женщина выпивает, вы же сами знаете, что ее проще скрепостить к приятной беседе и, пригласив домой, налить ей там какого-нибудь вина и классно провести время. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Но если она выпивает прям каждый день, она выглядит как, сука, свинья галимая. Поэтому я считаю, что это желтый флаг. Давайте скажем, желтый флаг. Я сам раньше не пил, но сейчас я считаю, что в этом нет ничего плохого, если вы... Я вообще всегда вот выпиваю только женщин. Все. У меня как бы... Мне больше нравится это на какую-то романтику как бы навевает, понимаете? Но каждый день вот это пивцо с селедкой, это, конечно, пиздец. Итак, ребята, мы тут сделаем небольшую вставочку. Если вам когда-нибудь понадобится адвокат в Варшаве, классный адвокат, который решит любую вашу проблему, касающуюся административного права, хозяйственного, уголовного права и так далее, поможет вытянуть вас из самой сложной ситуации, я вам хочу порекомендовать своего хорошего друга Андрея, который много раз помогал и мне. Я уже снял с ним интервью, будет еще интервью, поэтому ссылочки будут в описании. Запишите его номер, просто запишите его в телефонную книгу. Мало ли что случится с вашими знакомыми, с вами, с вашей семьей. Просто набирайте, он приезжает и решает любой ваш вопрос. Так что ссылочка в описании и не благодарите. Очень неуверенная в себе. Я считаю, что это желтый флаг. Все-таки женщина должна быть уверенная, потому что неуверенные, не статусные женщины, на них у мужчины даже не станет. Если, конечно, это не ты, кто сидит за экраном Ютуба. Отсутствие хобби-интересов – это серьезный красный флаг. Но это даже очень красный флаг, потому что я вообще слабо представляю, что можно найти хорошего в разговоре с такой женщиной. Изменила в прошлых отношениях. Я не думаю, что это серьезный красный флаг. Это просто красный флаг где-то посередине, потому что кто его знает, а может, ей изменили. Проблемы с агрессией. Я считаю, что это очень красный флаг. Агрессивных женщин не любят мужчины. Конечно, я сам понимаю, что я не подарок, но очень агрессивных женщин я не приемлю. Если женщина, как и мужчина, выражает свои эмоции спокойно, рассудительно, в такую женщину даже просто влюбляешься. А очень агрессивные, конечно, если она захочет со мной выйти раз на раз, я, конечно, без вопросов, я дам ей перчатки, могу по джиу-джитсу, могу по ММА, могу по кикбоксингу, могу даже по боксу, могу даже по греко-римской борьбе. Я все равно ее уложу в партер, и мы там решим вопрос. Ее цель в отношениях – это деньги, это очень красный флаг, это очень низко, это, вы когда-нибудь видели вообще в Инстаграме? Хату подаришь? Тебе? Хату за что? Нихуя, какая хата? Минимум хату, если подаришь, поеду с тобой. Ты не накручивай, блядь, я тебе так скажу. Расстройство пищевого поведения. Это очень красный флаг, если она пердит на свиданиях, рыгает. Это... Я помню, мне знакомый вчера рассказывал, что один раз к нему приехала обмехеренная какая-то там девочка, да, и он очень хотел секса, но когда он услышал, как выполняют ее носки, то он, выпроводил. Запах очень важен и мужчине, и женщине. Пьет много кофе. Да я сам пью много кофе, я не вижу в этом ничего плохого. Если, конечно, у нее зубы не вываливаются, поэтому это желтый флаг. Деревенско-селянские подружки. Да, это неприятно, конечно. Неприятно. Это желтый флаг, в принципе. Проблемы с доверием. Я считаю, что проблемы с доверием, может быть, ее где-то в жизни очень сильно кто-то п***ал. Например, цыгане. Поэтому это желтый флаг. Это ничего страшного. Ведет аккаунт в OnlyFans, делится деньгами. Что тут плохого? Конечно, естественно. То есть это вообще мне нравится. Делиться деньгами, когда женщина делится деньгами, это вообще классно. Кстати, если вы хотите поделиться деньгами, можете пройти и задонатить. Пытается быть главной в семье, как ее мать. Это серьезный красный флаг. Когда женщина берет на себя материнскую опеку над мужиком, а она становится твоей матерью, ты чувствуешь себя, сука, галимый скуф. Это неприемлемо. Плохие, сомнительные подруги. Да пофиг, на самом деле. Это вообще, мне даже нравится, когда плохие подруги. Можно их еще пригласить и вместе с ними провести время. Нетерпеливые. Желтый флаг, я не уверен. Если она, конечно, хочет там какие-нибудь сумочки из секонд-хенда, да, и проявляет свое нетерпение, то, конечно, это да. Но, в принципе... у нас осталось еще раскидать немножко редфлагов. Заставляет перестать общаться с друзьями. Это серьезный красный флаг, ребят. Я проходил через это. Значит, ни одна женщина, запомните, не должна посягать на твоих... Вообще для мужчины друзья – это святое. Никогда не позволяйте ей залазить в это ваше святое, в рыбалке и так далее. Потому что мужчина – это охотник. Мужчина, они вместе собираются, они там ходят на мамонта, приносят шкуру мамонта,
делит ее в хижине, кормит семью. Если она говорит, не иди с этим, этот мне не понравился, шлите ее сразу. Это серьезный красный флаг. Постоянно выпивает. Это красный флаг, обязательно. Активно ведет соцсети. Я не вижу в этом ничего плохого, если она такой же блогер, как и я. Конечно, если ей там много дикпиков присылает, конечно, это будет неприятно. Но это желтый флаг. Трембалон. О, Коля Трембалон. А это что такое? Трембалон — это типа ты качалки? Нет, это красный флаг. Все, что она колет себе в задницу, это красный флаг. Играет на твоих чувствах вины. Это жесткий красный флаг. Вы же знаете, что женщины, они не сильные, они хрупкие, они ранимые, но они за счет своей природы, они очень умеют играть на чувствах мужчины. Даже в какой-то момент она вспомнит, что было 2-5 лет тому назад, и в самый неподходящий, блядь, период она это тебе вспомнит и будет вот давить на эту, сука, точку, вот так вот. Ты будешь сидеть такой: бля, ну я не хотел, Маша, мы же с тобой 1000 раз это проходили, блядь. Нет, это пиздец, это очень жестко, сразу. Часто грязная обувь. Ну, это красный флаг, нормально. Не любит животных. То есть меня не любит, это красный флаг, сразу. Очень избирательная в пище. Я считаю, что это и хорошо, и плохо, если она сосиски, потом еще ночью заходит, открывает холодильник, и там пельмени замороженные, фигачит сухомятку. Конечно, это не очень. Ну, поставим где-то на середине. На самом деле, хорошее питание — это очень важно, я считаю. Напишите, как вы думаете. Употребляете тяжелые наркотики, это сразу красный флаг, ребята. Это люди неадекватные, я таких проходил, это просто пиздец. Деревенско-селянские говоры. Да, это неприятно, вопросов нет, но это не является такой силой. А может, действительно, я видел, кстати, девушек, которые вышли из деревни, они очень хорошо зарабатывают, они ездят на хороших машинах, они снимают красивые квартиры, я абсолютно ничего не вижу. В этом они добились многого и сделали сами себя. Пытается контролировать. Это серьезный красный флаг. Ни в коем случае нельзя мужчину контролировать. Иначе вы превращаетесь в мамку. Газлайт. А что такое газлайтинг, кстати? Что такое газлайтинг, оператор? Она, она использует вас, да? Это красный флаг. Пошла в жопу, блядь. Нам такие не нужны. Не берет на себя ответственность. Это нормально для девочки, потому что всегда с мужчины спрос. Если он пиздал, ему всегда общество скажет: иди сюда, отвечай. А для женщин она сегодня скажет, что она тебя любит, а завтра он скажет: я просто пошутил, у меня было. Да. Они очень быстро умеют все обесценивать, поэтому это, в принципе, это посерединке. Не берет ответственность, да и пошла. Ультралевачка. Не вижу в этом ничего плохого, мне это даже нравится. Левые взгляды, прикольно. Не уважает обслуживающий персонал. Это неприемлемо. Это неприемлемо. Я с таким сталкивался. Если она не уважает родителей, не уважает обслуживающий персонал, общается со своими подругами как быдло, неприемлемо. Стримит на Твиче Hot Tubs. Непонятно, что это такое, поставим красный флаг. Плохое образование, школа, СУС. На самом деле у меня плохое образование. Я не знаю, если бы не бутылка водки, занесенная директору, я, наверное, сам не окончил, блядь, ни одну хабзу, но я не вижу этого ничего плохого, если умеет считать. А они все умеют считать бабки, как вы знаете, поэтому, в принципе. Не уважает личных границ. Красный флаг. Все время фоткает себя. Это просто конченая ситуация. А знаете, вот бывает так, когда она говорит: можешь сфоткать меня тут? Фоткается. Одна, не с тобой, одна. Ой, мне не нравится, как я тут положила руку. Бля, боже мой, ну ты делаешь 200 фотографий, стоишь уже как просто селфи-палка. Больше всего любит только себя, естественно. Фоткает себя, это серьезный красный флаг. Были только ебанутые бывшие. Ну, это, в принципе, где-то посередине. Скупа на подарки, не имеет на них средства. Ну, это красный флаг сразу. Ну, мужчине надо дарить подарки, это сразу идет красный флаг. Обесценивает твои эмоции либо чувства. Это сразу красный флаг, сразу хуй. Хотя, я вам хочу сказать, что если ты с девочкой просто занимаешься любовью, ну и вы просто встречаетесь, то, в принципе, это нормально, потому что вы друг друга получаете, все. Но всегда же приятно, когда человек внимателен, эмпатичен, внимательно относится. Я всегда ко всем чувствам всех людей отношусь внимательно. И, конечно, хотелось бы, чтобы так же и было. Но вы сами должны понимать, чем больше вы рассказываете про себя девушке, тем больше она потом будет давить на эту, блядь, точку, которую я сказал. Поэтому будьте очень аккуратны. Pick me girl, который выглядит как девочка по ебушек. Ничего страшного, желтый флаг. Слишком пассивно, но это серьезный красный флаг. Мне не нравится слишком пассивно. Плохое чувство юмора.
тоже не очень. Но хотя, в принципе, девчонки не обязательно иметь хорошее чувство юмора, это вообще должен иметь парень, но, в принципе, плохое чувство юмора. Она не будет, понимаешь, если ты ей нравишься, она будет смеяться с любых твоих конченых шуток. А как только она перестает с них смеяться, и ты видишь, что она так строит какое-то, блядь, непонятное лицо, ты должен понимать первый звоночек, что ты ей разонравился. Дальше. Ну что, у нас осталось тут еще 50 штучек. Не любит спорт ни в каком виде. Блядь, я это не приемлю. Серьезный красный флаг. Инфантильная. Нет ничего плохого в этом, потому что это девочка. Ультраправая. Это красный флаг. Хотя, ладно, политика это не женское дело, на самом деле. Слишком секси от природы привлекает внимание. Это мне вообще нравится. Снимает тиктоки и тому подобное. Ну, желтый флаг, конечно, но, в принципе, нормально. Общается с бывшим. На самом деле, опять же, тут тоже такой вопрос, что все зависит от того. Если ты не в серьезных отношениях, ты можешь сказать, не общайся с бывшим. Но если это там бывший муж, которого она поставила на элементы, то... Ну, это, короче, красный флаг, но мне все равно, общается и общается. Мне все равно, что она там делает, пока я ее не вижу, потому что у меня... Сейчас нету несерьезных отношений. Мне вообще, что вы там делаете? Мне похуй. Я такой же свободный, как и вы. Все. Не хочу никого идите заниматься этой ерундой. Не любит, когда ты с друзьями. Конечно, красный флаг. Мать-одиночка. Но это серьезно красный флаг, на самом деле. Потому что хочешь, не хочешь, но брать женщину с прицепом – это такое дело, потому что, во-первых, я объясню почему. Во-первых, ты никогда не будешь для нее на первом месте. Всегда ребенок будет на нее первом месте. А второе, она имеет, может быть, не совсем удачные отношения до этого, чтобы вы поняли. И она будет по-любому их проецировать на тебя. И ты будешь для нее либо как кошелек, либо как удобный человек. Потому что задача женщины – это вырастить потомство и дать ему жизнь. Мужчина – это ладно, но... Это всегда очень опасная женщина, на самом деле. И практика это доказывает. Часто отвечает, что ей плевать и нет дела. Красный флаг. Часто говорит фразы «мужик должен». Красный флаг. Не хочет детей в будущем брака. Желтый флаг. Почему нет? Это нормальная ситуация, потому что я тоже не хочу детей на данный момент. Хочу просто отдыхать, куролесить. Играет в одиночные игры. Что это, блядь, за флаг? Играет в одиночные игры. Если она в Counter-Strike играет, я могу с ней. Нимфоманк. Что? Counter-Strike не одиночный. Но если она в карту... Ну хорошо, но ты можешь заметить, что ты приходишь домой, да, она сидит и в шашки сама с собой разговаривает, играет. Блядь. Мне, в принципе, все равно. Так а может она берет своего резинового друга и играет. В общем, мне это нравится. Нимфоманка очень сильная либидо. Если очень сильная либидо, я таких девушек встречал, они хотят залезть куда угодно, поэтому, наверное, это желтый флаг. Общительная. Ну, желтый флаг. Не сторонница ЗОЖ. Это красный флаг. Мне такие девочки не нравятся. Неблагодарная. Красный флаг. Веганка. Красный флаг. Потому что, как ты не ешь мясо, у тебя мало белка, если это даже растительный белок, он не такой. У нее постоянно серое лицо, у нее не хватает гемоглобина, поэтому красный флаг. Верит в эзотерику. У меня были такие девушки, нет ничего в этом плохого, но я ставлю красный флаг. Хотя ладно, в желтый флаг это очень сильно им выводит мозг. Везет большой телеграм-канал, инсту, ютуб-канал. Да, я только за. Слушай, если она действительно молодец, в этом мы будем делиться опытом. Желтый флаг, окей. Очень любит тусить. Если прям очень любит, что ты сидишь с ней или лежишь в постели, а она говорит, пойдем потусим. Вова прилетел, Маша прилетела. Конечно, это не очень, поэтому я это записываю в красный флаг. Среди друзей очень много парней, больше 50%. Я считаю, это желтый флаг, потому что, на самом деле, тогда это девочка-пацанка. Но иногда бывают такие хорошие девочки, у которых, в принципе, очень много парней. Но вы должны тоже понимать, что пока там, парни, во-первых, да, они с девочками общаются же не просто так. Вы же поймите, кто-то когда-нибудь ее... Поэтому это скорее всего, красный флаг. Если у нее много подруг, это одно дело. А много косметики на лице. Я таких тоже встречал, это желтый флаг. Потому что когда она смывается, там уже другой человек. Представляете, под фресками чаще всего. Одевается красиво, больше не для тебя, а для других. Это красный флаг, конечно. Нетерпеливая к моим трудовым... Да, кстати, если она дома не одевается... она, понимаете, я считаю, что женщина должна и дома выглядеть красиво, и на работе выглядеть, и на улице, и вообще идти даже в магазин красиво, потому что, тогда себя хорошо чувствуешь. Хотя, с другой стороны, вот эта легкость и какая-то непосредственность, она, конечно, тоже важна. Но я считаю, что девушка всегда должна хорошо выглядеть.
нетерпеливая к твоим твердым убеждениям. Красный флаг. Нафиг я ей тогда нужен. Всегда нуждается в подтверждении. Красный флаг. Что я ей должен подтверждать? Я сказал все. Играет в КС, Дота и прочий соревновательный шлак. Ну, красный флаг. Потому что, ну, ты приколи, ты приходишь домой, там, она такая, бомба на Б, бомба на Б. Ну, когда ты эмку бери, блин. Это пиздец. Это да. Тату. Мне это нравится. Ну, вообще нравится татушки. Много друзей парней. Я, опять же, сказал, это красный флаг. ЗППП. А что такое ЗППП? Ладно, в красный флаг. Я не знаю, что такое. Фанатка рока и металла. Но они зачастую... Я мало видел девушек, которые действительно красивые, фанатки рока и металла. Скорее всего, она будет конченая, с пирсингом, пирсингованная, питая портвейном, под Цоя. Перемен! Ты будешь носить яйца. Не, я люблю Цоя, но девчонки такие, они странные. Поэтому красный флаг. Не ест мясо, рыбу, морепродукты. Да это и хорошо, можно экономить. Просто дал ей, блядь, подножного корма. Мне вообще это нравится, хорошо. Отношения сменяют друг друга без перерыва. Ну, это, блядь, такой красный флаг. Да. Всегда пытается выставить себя жертвой. Это красный флаг, 100%. Носит только брендовые шмотки. Я в этом ничего плохого не вижу. Единственное, что ты рядом с ней будешь очень плохо себя чувствовать, поэтому, скорее всего, это такой желтенький флаг, потому что все-таки, если ты финансово несостоятельный чувак, то, конечно, она будет тебя, там скажешь, бля, не те педали, там, не те шорты, там, из секонд-хенда взял эту хуйню, как ты выглядишь, там, кепка не там, и так далее. Конечно, это желтый флаг. Регулярно унижайте. Если девушка тебя не уважает, она не будет тебя хотеть. И если она тебя унижает, это серьезный красный флаг. Серьезный красный флаг. Не хочет готовить, не работая. Ну, не обязательно мыть посуду. Есть посудочные машины моечные, там, роботы-пылесосы. Но она должна вообще уметь готовить. Поэтому давайте мы это в красный флаг все-таки. Очень причудливая. Ну, желтый флаг, почему бы нет. Слишком зависит от родителей, не прошла сепарацию. Если слишком сильно зависит от родителей, всегда маме звонит, с ней там, не, это красный флаг, ерунда. Следует двойным стандартам. Да это нормально для девушки, но это красный флаг. Шумная в быту и дома. Встречал таких. Желтый флаг. Пирсинг. В зависимости какой. На пупке нормально. Красный флаг. Не отвечает взаимностью. Красный флаг. Интересы общества выше ее или ваших. Серьезный красный флаг. Это год. Серьезный красный флаг. Очень религиозная. Супер красный флаг. Я не являюсь там 100% атеистом, но тем не менее я вам хочу сказать, что девушки, которые говорят, что секс только по свадьбе. Все, костел, все, это красный флаг. Не уважает адекватных родителей. Серьезный красный флаг, чтобы вы понимали, от того, как женщина общается со своим отцом, вот вы можете посмотреть, уважает она отца, не уважает она отца, это проецируется и на вас. Если она не уважает главного мужчину в ее жизни, отца, она не будет уважать вас. Если она еще не уважает мать, это все. Все время норовит тебя ударить. Я этого не боюсь, но если она хочет, например, взять нож, то это, конечно, серьезный красный флаг. За что? Я ни в чем не виноват. Я просто имею черный пояс по карате. Все. Конечно, если она тоже, на самом деле, не просто какой-нибудь девушки, там, которая занимается джиу-джитсу, потому что в постели можно попробовать многое, но тем не менее. Неестественные крашеные волосы, к примеру, рыжие. Нет, мне это даже нравится. Но если они зеленые, конечно, наверное, желтый флаг, да. Совсем не проявляет интерес к твоим хобби. Ну, это желтый флаг, но, по сути, она и не обязана. Ну, конечно, лучше, если она очень любит твои хобби, но, в принципе, нормально. Не хочет убираться, не работая. Опять же, серьезный красный флаг, ладно. Часто смотрит TikTok, Reels, Shorts. Желтый флаг, ничего страшного. Любит эмоциональные качели. Любит эмоциональные качели, это не совсем хорошо, но в принципе, такой девушкой очень просто руководить, потому что можно устроить эти качели и, соответственно, зацепить ее. Не признает своих ошибок. Ну, это красный флаг, конечно. ЧСВ. Если высокое ЧСВ, это плохо, но так, в принципе, высокое ЧСВ девушки, оно влияет на мужчин, то есть мужчины таких девчонок хотят, потому что это статус, а так как мужчина это воин, он должен постоянно доказывать что-то, он должен быть лучшим среди самцов, поэтому, когда он встречает девушку с высоким ЧСВ, это, в принципе, на первых этапах нормально. Если это потом, конечно, то это, наверное, желтый флаг все-таки, да. Всегда на телефоне. Но если она постоянно сидит в телефоне, это и хорошо, потому что тебе не надо на нее тратить много времени. Ты можешь ей подкинуть свои видосов, она будет как бот их просматривать, там будет капать копеечка. Поэтому, в принципе, мне это даже нравится. Много половых партнеров больше 10. На самом деле,
ну как вам сказать, есть в этом плюс и минус, есть их больше 100, конечно, а мы знаем, в интернете есть и те, которые всей футбольной команде, ну а так, в принципе, а у нее она хорошо тогда в постели. В принципе, желтый флаг, я не вижу там ничего плохого, если для обычных, там, ну, не серьезных отношений. Гостинг. Это, я не знаю, гостинг это типа в гости часто приглашают. Ну, это не хочется, красный флаг. Альтушка. Ну, мне вообще нравится. Много сидит и постит в соцсетях. Что? Альтушка, ну, типа такая, которая молодая девчонка такая. Можете загуглить. Много сидит и постит в соцсетях. Желтый флаг. Лудик или проблемы с азартными играми. Но это она может твои последние трусы проиграть. Поэтому, в принципе, это красный флаг. Пассивная агрессия. Красный флаг. Неухоженная. Это супер красный флаг. Опять же, я вам говорю, что вот эту историю с вонючими носками, это проблема с отцом, отсутствие либо плохой. Красный флаг. Очень нерешительная. Ну, желтый флаг. Всегда можно ее подтолкнуть. Знаете, как в Ницше было написано, падающего подтолкни. Так же с ней. Всегда хочет последнюю модель айфона. Но это уже, да, это уже красный флаг, я вам хочу сказать. Это уже красный флаг. Пускай с 6 ходит, и все, это достаточно. Нет, ты можешь всегда говорить, малая, если ты будешь хорошо себя вести, я тебе куплю 7. И она такая, ну, вы же знаете, что никогда этого не случится. Так, у нас еще осталось 30. Врет во благо. Желтый флаг. Часто пьет энергетики. Красный флаг. Навязчивая. Красный флаг. Курит шмаль. Красный флаг. Проблемная. Красный флаг. Умеренно смотрит аниме. Вообще в этом ничего плохого не вижу. Ну, немножко детское отношение, поэтому желтый флаг, конечно. Играет труднодоступную девушку. Мне не нравятся труднодоступные девушки, потому что мы знаем, что всем им хочется того же самого, что и нам. Ну, если она играет труднодоступную девушку, пускай поиграет, но я тоже с ней поиграю, поэтому красный флаг. Зависимая от спортзала. Ну, почему бы и нет, желтый флаг. Хотя, если она там будет качать попу не только для меня, а для кого-то другого, конечно, да. Чересчур зависимая от чужого мнения, неуверенная. Красный флаг. Часто использует мат. Желтый флаг. Носит каблуки. Мне это даже нравится. Гермофоб. Это гермафродит? Не, давай лучше в красный флаг сразу. Нет мотивации к жизни, к чему-либо другому. Красный флаг. Очень ревнивая. Ну, мне нравится, когда девчонки меня ревнуют, но не настолько, чтобы они не выпускали меня из дома. Поэтому... Не, я, конечно, если их двое, они могут между собой подписываться за меня. Я бы на это посмотрел, если честно. Заснял бы на видео для вас. Поэтому это желтый флаг. Пофиг. Быдло. Но это по-любому красный флаг. По-любому. Все время болтает по телефону. Красный флаг. Карьеристка. В этом нет ничего плохого, мне это даже нравится. Но если она очень... Бля, пацаны. Вот это точно красный флаг. Корейский, желтый флаг, нормально. Курит сигареты. Да, это очень... Я вам хочу, девчонки, бросайте курить одноразки, это все. Потому что у вас, во-первых, рак легких будет. У моего отца был рак легких, он курил. А это первое. Второе, когда воняет изо рта с дерьмом. Вообще, курит сигареты. Это красный флаг. Плохие навыки общения. Да, красный флаг. Анимешница или участница фандомов. Красный флаг. Неинтересно она такая. У нее много кошек и собак. Но если прям вот эти, как вот эти бабушки, которые постоянно мочой воняют кошачьи, конечно, это красный флаг. Но так, в общем, у меня есть одноклассница, которая прям в Майами, в Америку перевезла всех своих котов из Беларуси, там 6 или 7. И очень прекрасный человек. Поэтому, в принципе, это желтый флаг, нормально. Я сам люблю котов. Постит фото из спортзала в соцсети. Желтый флаг, нормально. Кей-поп фанатка. Желтый флаг. Большой лишний вес или ожирение. Это жесткий красный флаг. Я прям его просто, блядь, засуну, сука. Никому не нравятся жирные бабы. Не носит типичную женскую одежду. Желтый флаг. Другая религия, культура, картина мира. Желтый флаг. Часто впадает в депрессию. Красный флаг. Тратит очень много денег. Если своих, мне ничего страшного. Если моих, то да. Но у меня их нету, поэтому красный флаг. Использует намеки, злиться, если не понял. Вот эти намеки ваши бабские. Мужику нужно всегда говорить: ты еб, вот почему не понимаешь, спроси у GPT-чата. Вот так вот надо. Если вы используете намеки для мужчин, мужчины не научены понимать ваши намеки. Все вот эти ваши: ты сидишь, ну что, дорогая, ну что с тобой случилось? Она такая: мне не понравилось, что ты в 96-м сказал мне, что мне не подходит эта юбка. И вот эти это просто бред. Используют намеки. Красный флаг. Говорите все как есть.
Приставучее. Мне это даже нравится. Часто чекает телефон парня. Это красный флаг. Ни в коем случае. Нет, ни в коем случае. Не, ну если она часто чекает телефон, если она меня подозревает в чем-то. Опять же говорю, я ей могу показать любой телефон, у меня там много девочек, но если я буду встречаться только с ней и никогда не буду ей изменять. Поэтому может чекать мой телефон. Но, конечно, это говорит о том, что она тебе не доверяет, естественно. Поэтому это красный флаг. Парит вейп, одноразовые сигареты. Это красный флаг, потому что она будет просить тебя, метнись на заправку, типа. А потом она начнет эти дудки курить, короче, как с этим, со Сталином сидеть, вот так вот пыхать. А приколи, когда она старая станет, обвисшая кожа такая, вот так, это пиздец. Красный флаг. Соревнующийся с мужиком, но это желтый флаг. Пускай посоревнуется. Маленький интеллект, красный флаг. Хотя такой девушкой просто управлять, но такие мне лично не нравятся. Яростная фанатка хоккея и футбола. Красный флаг. Мне не нравится ни то, ни то. Плохо водит машину. Ну, это желтый флаг. Вообще, на самом деле, девчонки, которые хорошо водят машину, мне самому нравятся, потому что с ними можно поездить. Ты можешь выпить там пивка, сказать, я малая, будешь сегодня пьяным водителем, и все такое, ваше здоровье. Но это не обязательно. Недочеты по гигиене. Блядь, это красный флаг. Иди сюда, где ты, красный флаг? Ни в коем, сука, случае. Анорексия. Красный флаг. Все время нужен хороший маникюр. Это красный флаг. Мужчина ваш маникюр не обязан тянуть. Не хочет делать оральное. Вот это уже не очень, если честно. Хотя немногие мужчины получают удовольствие от орального секса, я вам хочу сказать. Желтый флаг. Своя среди парней. Одна из парней. Это красный флаг. Ну и пластика, ботекс, филлеры и прочее. Желтый флаг, конечно, если огромные губищи, как у какой-то утки, то это, конечно, неприемлемо. Но, в принципе, это нормально. В общем, ребята, мы с вами раскидали эти флаги. Вот именно такой у меня список получился. На самом деле, если вы с чем-то не согласны, пожалуйста, напишите об этом. Также вы можете подписаться на мой телеграм. Мы с вами ночами про это продискутируем. Ну и, конечно, пишите все ваши комментарии, я их читаю. И если вам понравилось это видео, не понравилось, отписывайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, в общем, делайте все, что хотите, но я вам рассказал ту норму, которую вижу лично для себя. А в следующий раз, если вы будете подписаны на этот канал, мы уже разберем топ-тира мужских редфлагов. И мне кажется, будет это очень интересно. И следующее видео через неделю. Всем пока!